Да-да-да-да, мы горовики. Продолжаем выживать в рафт. Напомню, остановились мы, найден был остров, на котором был корабль. В нем из всего, вот он корабль, из всего самого интересного, это нашли кепку капитана. Также я вот смотрю, здесь обитают арбузики. Ну, заберем как бы тоже. Памс. Что-то у нас тут плавится, а что-то не плавится. У нас проблема с досками, и их категорически постоянно не хватает. Были посажены вот эти две пальмы, но они как бы тоже не особо решают все эти вопросы. Так, арбузов уже и так много, семечки тоже скинем. Чего, куда? Пласты бы неплохо, наверное. А тут только всего нужно, и пластик нужен. Нужны, может, пока и не нужны. Порыбачим на приманку акуле и попробуем понырять. Вдруг что и выловим. Где, кстати, акула? Что-то я не вижу ее. Оп. А нам не такая рыба на приманку. Нужна селедка есть в ящике, а нужна еще такая синяя рыбонька. Кошка-талисман. Ух ты, ах ты. Вы только посмотрите. Куда бы ее пришпендорить? Тут где-то мафан был. Может, рядом с мафаном. Или вот бутылочка здесь. Так, или пусть вот здесь вообще. Если что, потом уберем ее. Как-то так. Чем мы там остановились? На рыбалке? А вот и акул. Никуда она не делась. Все. Также плавает вокруг да около скумбрии. Не пойдет нам скумбрия. Нам нужно кое-что другое. Ну, сюда, понятно, плавилки стоят, нет досок. Работать плавилкам не на чем. Ну давай, синий. Нет, опять тилапия. Закинем еще разочек. Опять скумбрия. Что попробовать в эту сторону? Вдруг тут эти синие рыбешки водятся. Может быть и такое. Пампсик. Нет, одни тилапии. Так, в принципе-то и селедки нет. Это скумбрия получается. Наживку делать не из чего. Ага, птичка. Отъехала птичка. Хе-хе-хе-хе. Ну, у нее перья там окорочка. Чё ж не взять-то? Хотя и того, и другого уже и так много. Так, предлагаю что? Поплыли? С этого острова кепка капитана найдена. Будем искать что-нибудь другое интересное. Попутно собираем хлам. Все как всегда. Так,
Ты-то чего тут? Кошмаришь мне, Плотецкий. Деревья рубить еще рано. А чинить уже пора. То, что пооткусывала акулячья морда. Бочку вижу. Бочка, это хорошо. Оп, сюда. А доски вижу я. Еще как. Так, надо подремонтироваться первым делом. Где тут еще что она поотрывала? Вот тут бы достроиться, но досок нет больше. Ага, ждем новых досок. Пока остров с флагом СУС. Целых 2 бочки. Одна есть. Чупав. И вторая сейчас будет. Еще и с доской. Вдвойне хорошо. Чё это? Ее ж так вроде как можно поймать. Ифрит. Привет, Ифрит. Гоняю. Насмотрелся у тебя вчера. Тоже хочу такой же плот с картинами, с роялем. Ты стримишь? Да, стримлю, да. Но все равно играю, как бы, почему бы не запустить. Потихонечку выживаю. А ты чё? Какой лагерь-то едешь? Так, сюда. Это все сюда. Ну, а тем временем уже и подрассвело. Доски... О, как он, оказывается, рикошетить еще может от пальмы. Удела. Забрал. Не забрал. Я, короче, в Анапу в 6 еду, но у тебя в 4 часа еду. Блин, Анапа, я был в Анапе 2 раза. Когда еще малой был. Это 88-й, 89-й год. Ага. Ну так чуть-чуть помню. На море нормально отдыхать. Опа. А ну сюда. А почему мимо? А почему мимо? А во что они втыкаются? Это какой-то прикол, да? 4 стрелы и все мимо. Блин же ж. Между прочим, на горизонте остров. Так, заряжаем наши плавилки. Мы туда путь держим, вроде как туда. Пусть оно там все это дело плавится пока. Оп-оп, сюда-сюда. Пока есть дрова, закидываем их вот сюда. Так, и что еще? Надо побольше сеток все-таки делать, чтобы они там сами собирали нам ресы. А ты знаешь сюжет? Ну, так приблизительно, в принципе, знаю. Ближайшая цель это скрафтить радиомаяк с какими-то антеннами. Потом его включить, и там будут появляться координаты. Ну и уже плыть по координатам. Или про что ты имеешь в виду? Сюжет. О, 3 боки на пути. Да, это прям сказочно, фантастично. Реалистично и бомбично. Может, чего-то и не знаю, конечно. Ну так для этого и играю, чтобы сюжет этот весь узнать. Где шатает?
Да отстань ты, вот самый неподходящий ты момент. Там, короче, у нас бочки на повестке дня и домоталась. Ой. Ой. Ну, короче, мне пора. Давай, хорошо тебе отдохнуть в Анапе. Набирайся сил. И возвращайся, если что. Мы якорь кинули нормально. Блин, поесть надо. Поесть, попить. Срочно накормить и спрятать. Как Ленин говорил. Так, а что, я, в принципе, пару смогу убрать? Или доплыть все-таки поближе туда? Давай, наверное, закинем в топочку чего-нибудь на переплавку. Я так понимаю, это будет не иначе, как железо. Что-то тут картошка. Всего при всего. Кидаем железо. Нам нужно много железа. Положить, положить. Доплываем поближе. О, что-то Хьюстон, у нас проблема. Мы хотим есть, мы хотим пить, мы хотим есть. И все у нас это дело есть. Это хорошо. Отдай бутылочку назад. Ну, доски, 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 не надо мимо. Так, пора. Оп. Заякоримся. Сейчас подготовимся к выходу на сушу. Вот это, я так смотрю, можно уже подрубить. О, птичка прилетела на гнездышко. Нормально. Памс, памс, памс. Так и не забыть заново посадить. Где-то семечки были. Ну, семечки-то тоже, оказывается, заканчиваются, да? Она нам перья оставляет. И всего-то. Поливаем. Монолит, здоров. Здоров, монолит. Что к чему? Как дела? Что нового? Рассказывай. Так. Мы тут в Рафтецкий балуемся. Мал-помалу. Здесь наполнил, тут наполнил. Так, мы приплыли к какому-то острову. Нам нужно бы все это дело позабирать. Построить бы еще сеточек, наверное. Тут хрен пойми, чего в первую очередь-то делать, а чего в последнее. Приманку бы еще неплохо было бы организовать акулячью. Умс. Тут доска лежит. Без дела. А, нам она нужна. Заболел, горло болит. Слушай, монолит, ну ты давай выздоравливай. Может, мороженца ты холодненького употребил. Я вот вчера ел мороженое, но пока ничего не болит. А то болеть это такое себе прям не очень хорошая история. Тем более летом. Ну что ты в самом деле придумал? Так, это сюда. Это сюда. Все пораспихать, порассувать. Что еще куда? Кокосы. Это у нас здесь. Чего-то нужно, наверное, подзажарить. И вот такую одну рыбеху. Скумбрии. Ну давай пока просто скумбрии. Так. Гриб какой-то жарится, он не жарится. Пока не знаю. Мне нужно было
Крючок сделать новый. Вот он. Копье. Бамс. Бамс. От Валиндра. Простыл. Самое обидное, что завтра в отпуск уезжаю на море. Блин, вот это да, все валят на море. Тут вот до этого Ифрит был, в Анапу собирается. А ты куда, кстати, едешь на море? Море оно большое, я вот уже на море. Или в океане. Как-то так. Так, нам нужно копье. Ну, для этого созидаем болт. Либо же он у нас есть. Нет, у нас нет болта. И нам его нужно изготовить. Копье. Железный слиток теперь нам нужен. С больным горлом Новороссийск. Ну а Новороссийск это что-то крымское, насколько я помню. Это вот Анапское. А может нет, может ошибаюсь, не знаю. Но Новороссийск, да, это те края. Черное, короче, море. Да, вероятнее всего. Так, что здесь? Здесь тоже нужен еще один болт. Иначе у нас сейчас поотъедут все инструменты. И нам будет не до шуток и не до смеха. Плюс мы на якоре же. Да, мы на якоре. Предлагаю, пока топор цел, сходить нарубить. Только вот надо бы подразгрузиться перед тем, как туда вообще идти. Так, 20 этих. Хлам не стакается. Надо это куда-то все поскинуть, хотя бы временно. Пластик, перья, металл и вот этот слиток. Так, погнали, пока все облутаем на самом острове. Ты лучше вместо кружки используй бутылку. Ей тоже можно, да? Я просто не знал. Попробую в следующий раз. Спасибо за советец. Очень ценный даже. Вместо кружки использовать бутылочку. Тем более она у меня есть. Это вдвойне хорошо. Так, а как туда? Что здесь еще такого невероятно интересного? А как туда? Я хочу туда. Там тоже есть чего срубить. Ибн Пальма. О, так тут и ананас есть. Дайте сюда. Сейчас мы все на острове заберем. И потом заберем все, что на дне Ентова острова. Камни меня не особо интересуют. Камней у меня что-то настолько много. Где, кстати, акула? Давно ее не видел. Это повод насторожиться. Что-то она какую-то подляночку, наверное, готовит нам. Железо всегда и везде необходимо в хозяйстве. Песочек. Как-то странно. Куда-то время от времени все-таки эта зубастая рожа пропадает. Либо она там около плота кружит. Да не всегда. Она бывает увязывается и начинает дамажить и далеко от плота. А, вон она. Блин, вспомнил про нее. Нафиг вспоминал. Так, пользоваться бутылочкой. То есть чашка мне, в принципе, вообще, наверное, тогда не нужна. Я сейчас попробую, как это правильно все делать. А то она, получается, только место занимает. Ну, допустим.
Ну, попить-то понятно. И копье у нас как раз. А было же запасное. А куда? А вот сюда. Ага. Бамс-бамс. Так, попить-то с нее понятно. Я могу, но я так понимаю, ей же и воду можно, допустим, ага, соленой. Ну так тогда чашечка вообще не нужна, блин. И в принципе можно освободить одну ячейку. Так, это прикольно. Хорошо, что подсказал. Спасибо монолиту. Где эти вот все вещи? А тут уже некуда, да? Чашечку тогда мы скинем. Раз так можно. Ну да, а чё? Тогда один слот получается у нас и свободненький. Пока все нормально. Так. Это скинули. Что у нас еще сюда? Сюда. Так, семена. А вот манговое семечко. Мы можем посадить теперь манговое дерево. Я это понимаю. Так, семечки все вот здесь, пока в одном месте. По металюжечкам. Сюда. Сюда нужно что-то постоянно плавить. Я думаю, это будет металл. Да, железная руда. Так, что еще? Мы можем что-нибудь сетчатое сделать. Доски есть. Блин, столько много досок на это все уходит, да? Это заберем. Веревка, гвозди. Гвозди есть, веревок мы сейчас наделаем. Вот так вот. Пока хватит. Раз. И веревок столько много уходит, да? Два. Так. В одном стиле мы это все будем делать. Так, и надо бы, наверное, как-то сделать вот так. Правильно, неправильно. Кто его знает, потом разберемся. Но тут хотя бы тогда проход будет. И по краям бы надо. Угу. Почему ничего не жарится? Не хотелось бы остаться без еды. Бамс. Бабамс. Лишнее скинем. Сюда перья. Где тут этот сундук? Блин, надо бы еще, наверное, один сундучелу. Вот это поубирать, что ли, все. Как бы тут правильнее это все разместить. Поплавилось. Подкидываем еще. Сюда у нас перестает что-то влазить, да? Или пока еще держимся. Манго. Песок и глина.
Уйди. Барсик. Что полезного можно изобрести, изобразить? Так, а листья есть? Есть целый стак. Ага. Как-то можно было сделать кровать. Перья 6 гвоздей. Перья-то есть. А вот 6 гвоздей, да, тоже где-то были. Блин, почему-то их 2 всего. Из хлама. Хлам где-то тоже был. Так, давайте делать гвозди. И давайте делать кровати. Гамак. Вот так вот. А ну, куда примастырим? Особо тут не разгонишься. Да? Ну так, допустим. Блин, а мне потом бегать не очень будет, да? Такое ощущение, что нужно и плот-то подрасширять. Уже. А если повернем? Тут не по... О! Пусть, может, пока здесь. Вапс! Невозможно уснуть днем. А, ну, то есть только на ночь у нас все это возможно, получается. Хорошо. Созрели деревца. Тем временем... А что если манго попробовать посадить, а? Манговое дерево. Может, она больше будет дровишек-то давать? У меня было где-то семечко. Но на всякий случай эти возьмем. Вдруг оно не посадится. Так, манго. Да можно. Нужна пресная вода. Можно что-то и вырастить. Такая пресная, подожди, есть же бутылочка. Поливать с нее можно? А, так с нее и поливать можно. Кружечка вообще теперь не нужна. И это хорошо. Ее вообще нужно определить на куда-то на постоянный вот так вот слот. Это все дело нужно съесть. Что там у нас по плавочке? Плавится. Угу. Я хотел приманку акуле. Попробуем порыбачить, что-нибудь найти. Доска такая без палева тут. Опять скумбрия. Нужно как-то вот так вот продлить эти сетки, мне кажется. Чтобы они, но в две стороны, вправо-влево были. Также они больше будут загребать, наверное. Это не точно. Надо пробовать. Тилапия. Нужно, короче, вот эту сельдь и синюю рыбку для приманки не использовать.
В еду. А где она трепет мне, это чудовище? Вот чё тебе, блин, отломило так, я? Теперь проблема с пластиком. Это был же вроде где-то пластик. Семечки таскаю для чего-то. Так, крюк бы тоже неплохо сделать, да? Запасной, или он есть у меня? Да и удочка подходит к концу. Одна тилапия. И башмаки. Но с двумя плавильнями побыстрее это все дело происходить начало. Переплавочка. Что еще мы можем делать? С этими практически понятно все. Можно попробовать грядку замутить вот такую, да? Большая это деревья, а вот такую средненькую. Но у нас что-то с досками опять не водится. И манговые еще не выросли. Что, спуститься предлагаю на дно, немножко посмотреть, чего можно там. Каким-нибудь обманным путем вот так вот от акулы попробовать избежать ее нападений. Так, ну здесь не очень таки богатый на ресурсы остров. Нифига путевого не видно, зато есть доски. Не под водой, так над водой пособираем, полутаемся. Блин, далековато я отплыл. Хотя и не очень. Так, чтобы прям... А вот что-то есть. Ну-ка сюда. Железяки. Медь и глина тоже в хозяйстве. Нужная штука, песок. Ни одной водоросли я вот не вижу. Ага, и вон она еще и акула. Получи. Крюк, крюк, крюк. Зачем я выкинул? Я что, выкинул, да, крюк? А вот он. Нечаянно. Где она? Ага. Вот тебе.
То есть, в принципе, можно и не очковать особо по поводу акулы. Ее можно прекрасно умотать, как показывает практика. А вот это? Что это такое? Почему здесь доски? Так вот же ящичек. Чудесно. Болт бы нам очень даже пригодился. Вот камень лучше выкинем, а болт заберем. Бля, так мы так-то и подлутались даже еще и нормально. Под шумок и акулу завалили. Так, болт, гвоздь. Что еще сюда? Вот эта петля. Акулиную мы сейчас это все сразу закинем пожарить, попробуем. Вот как-то так. Продукты. В продукты голову скинуть еще заодно надо. Или мы эту сразу захаваем. Очередная голова, уже 8-я акула повержена. Ага. Моллюски сюда. И у нас заканчивается вот этот кислородничек. Удочка и крюк. Но крюк у нас есть. А вот удочку придется бы скрафтить, наверное, болт и 4 веревки. Ага, веревок есть, болт. А болт где-то вот тут вот был. Только ж мы его нашли. И мы легчайшим образом не хватает одной веревки. И делаем удочку. Пусть будет. Так, та закончится, нам пригодится она. Так, что по деревьям? Что выросло? Еще не доросли, как я понимаю. А там в гнезде нам опять перья оставили. Где же яички? Так, это сюда, глина, песок. Ножки. Где наша бутылочка? Так пусть оно тут все варится, жарится, парится. Сохраняем. Здесь можно сказать все. На переплавочку закинем и плывем дальше. Так не было задумано. От острова к острову шаримся. Нет нам покоя. То камень, наверное, который я выбрасывал, остался. Так, бутылочку дозаправить. И надо бы расширять, наверное, плот. Доплывем. Акулка все непременно с нами, сопровождает, все как положено.
Ага, ну мы-то в принципе на ящике. И плывем. Ящики, бочечки. Все такое. Давай, 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 давай. А теперь, я так понимаю, Ярослав. Привет, Ярик. Можно тебя попросить? Попроси. Можно. Ну, я пока не знаю, что, конечно, ты хочешь попросить. Вот можешь попросить меня якорь кинуть и лечь поспать. О, сейчас доски подбираем. Памс. Ярик, смелее. Спрашивай, задавай вопросы. Что нужно? Не курить. Окей, хорошо, как скажешь. Просто тогда долго не получается стримить. Но я постараюсь. Пить-то хоть можно, разрешаешь? Ну, в смысле, минералочку. Так. И у нас ночь проходит быстро. Вот что я сразу эту кроватку не сделал? Непонятно. Ночью тусовался. Вот. Так. Есть такое дело. Еще забрал. Отскочил крюк. Не беда. У нас есть запасной. Да, пить можно на воду, а не водку с пивом. Не, водку с пивом мне. Добрый день, Nesquik Play. Приветствую тебя. Приятного, ребят, вам просмотра. Сейчас мы под это дело распакуем подарочки. Как выживание? Ну, вот как видишь, вот выживаю как-то. Как-то круто. Мне нравится эта игра. Я сразу скажу. Сейчас еще делаем, в общем, значит, раз уж смотрите, распакуем 11 подарков. Я насобирал специально для вас. Погнали. Первый. Памс. Диван. Мы теперь можем диван. Это хорошо. Стопка бумаги. Для чего бы нам нужна стопка бумаги? Мемуары писать, наверное. Подсвечник. Это тоже непонятно. Столько предметов. Кровать. Наконец-то полноценная. Но мне гамак вот этот больше нравится. Это как-то вот тропически все, да, выглядит. И да, по игре Osiris Mars вышла обнова. Буду иметь в виду. А я видел, кстати. Камин. С Осирисом он у меня не перестает. Ярик постоянно просаживает FPS в какой-то момент. И пока они это... И не только у меня. Там еще Юра Кот играет в нее. У него такая же фигня, абсолютно один в один, и мне это не дает покоя. И чем больше я настроил, а я там уже бурилку поставил, тем, собственно, больше она тормозов ловит. Ай-яй-яй. Не-не-не, не надо нам так. Ну-ка, кыш. Кыш отсюда. Поэтому с Осирисом, ну блин, пусть они ее доделывают. Все-таки дадим шанс разработчикам. И вернемся обязательно к ней. Стол. Картина. Мы можем теперь создавать шедевры. Гирлянда. А гирлянда была у меня уже вроде. Вроде как. Занавески. Вешать пока их некуда. Но все же. И еще одна какая-то картина. Так, плавилки. Плавилки должны постоянно переплавлять. Поэтому загрузим их по полной. Чайка там гнездится у нас. Надо иметь две бутылки. Одна для соленой, одна для такой. Потому что вот сейчас она у меня пустая. Так. Что-то такого очень даже нужного и важного хотелось сделать в ней. Поплывем. Поесть, наверное, да? Что может быть важнее? Перекусы. Это что так плюхнуло? Не понял.
Даже не успел обратить внимание. А совместно можно с тобой? А то одному скучно. До обновы прошел около 5 раз. Обнова вышла, не прошел еще. Да я думаю, можно, Несквик, но совместка, особенно на стриме, она предполагает играть совместно. У меня был плачевный уже опыт игры в кооперативе, и я решил все-таки проходить в одиночку. А изначально вообще затевал, когда мне и хотелось в кооперативе с кем-то. Но найти сложновато адекватного напарника. Вот в чем вся проблема. Мы сможем это потом обговорить. Знаешь где? В Стиме. Можешь добавиться в Стиме в друзья. Можешь в Дискорде. И мы потом с тобой обговорим, что к чему. Там бы и микрофон неплохо иметь бы нормальный, потому что как бы просто играть это одно, а играть и делать стрим прохождения это немножко другое. Вот, ну, я же еще раз говорю, добавляйся в Steam, потом напишешь мне, маякнешь, что так, и мы с тобой обсудим все это дело. Да, и согласен, вдвоем, конечно, в нее она создана для кооператива, эта игра. Но тут есть еще один момент. Ты уже практически все прошел, все здесь знаешь, еще и будешь там умничать. Типа, я то знаю, я это знаю, и все быстро делать, а я не буду за тобой успевать, и мне станет в какой-то момент неинтересно. Ну, я не негативный, буду собирать ресы, микрофон есть нормальный. Вот уже здорово, уже, блин, аж выкинул крюк. Ага, понял, обсудим обязательно. Если что, я только за найти вообще не только, в принципе, в эту игру напарника, с кем поиграть в кооперативе, вот, но и в другие игры. То есть, чтобы у меня был постоянный человек, с кем можно зайти, погонять, потому что очень даже правильно, вдвоем, там, втроем веселее. Просто будем играть и веселиться. Ну окей, я запомнил, я же говорю, ты только обозначься, ну, желательно в Стиме, там, друзья, добавься, и чтобы я знал, что это ты, потому что я Discord что-то не очень использую как голосовушку в играх, потому что зачем мне еще одна программа? Майлз, привет, Майлз, приятного просмотра тебе. Ты покупал рафт? Да, Майлз, я покупал рафт. Я покупал, признаюсь тебе честно, сразу 2 рафта под скидку. Один я подарил человеку, который со мной в кооперативе играл, но у нас не получилось там с ним. Вот, и как-то так. Ну, конечно, покупал. Я игры, в принципе, все начал покупать. Можешь зайти посмотреть в профиле на Стиме. Так, затылок. Затылок в Стиме, это, я так понял, Несквик, это ты, да? Вот только что добавился чувачок ко мне такой. Просто прямо сейчас на стриме я, естественно... Тут много чего нужно в игре делать. Во-первых, кинул запрос. Я видел, Несквик, я же говорю. У тебя получается интересный ник затылок. Вот. Одновременно это все делать, конечно, то еще удовольствие. Сейчас мы поплывем вон туда, к тому острову. И после стрима, вот это Nesquik Play, я с тобой обязательно свяжусь. Мы побеседуем, и если все нормально, то сможешь погонять, да. Ты играешь в CSGO? Нет, Майлз, в CS-ку я не играю. Мне больше вот нравятся игры вот такого жанра. Выживательные какие-нибудь. И мы можем уже в дерево вонзиться топором. Погнали. В CSGO нет. И да, можешь рассказать, с кем ты поссорился, просто ты на каком-то стриме об этом упоминал. Я ни с кем не ссорился, и Ярослав, абсолютно. Просто там возникли недопонимания определенные, и вот и все. Какие ссоры? О чем ссориться? Извините, это, блин, это игра.
Просто меня так не устраивает, и все. А ссор никаких. Нет, я вообще мирный, дружный человек. Ссоры это не про меня. Так, нам нужна бутылка. Памс. Памс. Не люблю просто, Ярик, когда меня пытаются обмануть. Очень мне это не нравится. И я, когда знаю, что человек обманывает, и человек знает, что он обманывает, и продолжает обманывать, ну, это вот совсем нехорошо. Я такого не понимаю, не принимаю, и поэтому разными путями мы пошли. Вот. Никаких там ни обид, ни ссор, это все такое. Бабамс. Доберусь ли я сегодня до этого острова? Так хочется все пособирать, чтобы было. Вот, и что-нибудь еще потом построить бы надо. Ко всему, к прочему. Ну, туда понятно, куда я там собрался. Бамс. Уже он не вмещается. А не вмещается почему? Потому что нужно куда-то чего-то как-то все это дело подскидывать. Подарки, я так думаю, будем собирать еще не меньше 10. Вот, потом, как насобирается их десяток, мы их также и откроем. У нас здесь по еде поскидываем вот эти окорочка. Что тут еще из съедобного? Досок все-таки подприбавилось наконец-то. И их подприбавилось. Я хотел какую-то грядку себе смастерить, ребята. На которую сажаются какие-то арбузы, наверное. Блин, и я так думаю, надо бы вот так еще сделать. А то что тут он на краю висит? Курлык. Вот так вот. Ну, жестоко, да, я понимаю, с одной стороны. Но с другой стороны, каждый выживает как может. Уж очень вкусный у нее окорочка. У этой чайки. Так, вот это что валяется? Доска. Уже доски не вмещаются. Ну, нифига себе мы это подразвились как. В итоге опять окорочка. А у нас, кстати, жарится там что-нибудь. Я предлагаю вот эту, наверное, рыбеху здоровую закинуть на прожарку, чтобы у нас всегда было что поесть. Зубатка. Вот такая рыба. Рыба-зубатка. Чего, куда еще расшвыряться? По доскам досок у нас много. А если у нас много досок, значит мы можем себе позволить расширение вот этих, наверное, сеток. Где эта вся история была? Что тут нужно? Веревки. Веревки мы можем. Майлз, блин, чайки яйца несут. Чайки яйца несут? Их еще и есть, Майлз, потом можно. А зачем же я их тогда на окорочка пускаю? Ну, давай так. Следующую чайку я трогать тогда не буду и посмотрю, какое яйцо она снесет. Я надеюсь, ты меня не обманываешь. Пусть сидит. Или она пугается, когда я рядом прохожу, да? Что я хотел? Я хотел каких-то гвоздей взять. Изготовили опять веревка. Так, где эта скотина? Вот акула яйца точно не несет, поэтому с ней разговор у нас короткий. И я так понимаю, у нас нет этих листьев, получается. Да, но я смотрел, по факту вроде несут. О, так ты подожди, ты догадываешься, что они несут? Либо они несут. Просто это как бы разные вещи. Вот такие дела. Но это не точно. Это моя любимая фраза. Я тоже так всегда говорю. Я вроде как знаю, но это не точно. Ладно, проверим заодно, будут ли они нести. Я больше чайку эту трогать не буду. Пусть она там сидит до победного и несет свои яйца. Вот.
Бочки не проплывайте, как говорится, мимо. Бросим опять якорь. У нас что-то то с досками была проблема проблемная. Теперь с листьями, с пальмовыми. Но проблему с листьями мы решим. Вон сейчас причалим к этому острову. И там нарубим. Там я вижу раз, два, три дерева точно есть. Плюс наверняка чего-то на дне. И да, еще на каком-то острове можно найти что-то типа оленя. Не помню имя, как называется. Майлз. Мы обязательно это сделаем. Как только увидим какого-то оленя или кого-нибудь похожего на него, мы его найдем. Ярик, и как думаешь, разработчики игры Occupy Mars успеют ли выпустить игру в 2021? Знаешь, я тебе по Occupy Mars скажу, она-то очень еще сыроватая, Ярик. Occupy Mars, скорее всего, в этом году не выйдет. И я вообще не надеюсь, что она выйдет. Вот этот пролог, который на русском языке, это уже большая победа. Плюс эти ж ребята из Pyramid Games, они же делают очень круто. Они же вот участвуют в этих программах освоения Марса. И они делают эту игру очень жизненной. На это очень много времени уходит, поэтому это все сложно будет. Вот, думаю, что нет. А там посмотрим. Если выйдет, я тоже эти игры жду. Я очень жду Occupy Mars. И также хочу ее всю пройти, как прошел пролог. Потому что сейчас, в принципе, играть уже пройден пролог. И дальше ничего нет особого. Nesquik Play лама, не олень. Майлз, да, лама. Значит, лама, да. А я вот не видел еще ни одну тут ламу. Поэтому мы делаем что? Ищем ламу. Разворачиваем парус в сторону ламы. Снимаемся с якорей. Нам бы перекусить что-нибудь, да. Это приемник еще у меня тут, да, появился, стоит. Вот. 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 Видали мы теперь даже с музней. Так, и вот не плывет оно туда, потому что против течения. Или плывем. Медленно, но верно, но плывем вроде как, да? Почему-то немножко мимо. Оп. Скорректируем свой курс. Еще чуть-чуть. Там вот какой-то прям квадратненькое что-то лежит. Прикольно. А пока суть до дела, мы, кстати, железо-то почти все переплавили. Я даже не успел заметить, как и когда это произошло. Так, и у нас сетки была задача, да? Радио. Нет, вырубим. Так, все, становимся на якорь. Абамс. И здесь уже будем развлекаться. Вполне вероятно найдем и ламу. У нас тут огромная зубатка. Их уже даже две. Так, стоять. Достроим сетки. Как они вот интересно вот сюда, если я захочу их вот... Ага, сюда они не строятся. То есть им нужно продолжение сначала деревянное, я так понял, да? Вот так, да, я хотел. Ну давай. А теперь... А чего? Где? Где она там уже с моим плотом тут развлекается? Вот скотина, а? Ну не успел. Блин, а. Пока я там занялся строительством. Так, и теперь нам нужны сеточки. Так. И вот так. А как бы нам еще таких веревки нужны? А веревки это листья, а листьев у нас не очень много. А может и где просто тупо веревки валяются? У меня тут по ящикам раскидано всего. Майлз, а какая у тебя версия рафта в Steam?
Смотри, тут где-то сейчас, если получится, я как-то получалось вот такую вот информацию выводить. Я не знаю, здесь версия игры или нет. Здесь больше параметры компа. Где посмотреть? Я посмотрю. И да, сетки надо ставить по краям. Да, уже тоже это понял, как бы, но тут проблема немножко другого характера. Заключается она в том, что у нас нет листьев на сетке. Вот как-то так. Так, листьев. Листья нам нужны для веревок. Пойдем, наверное, мы сходим на остров, вооружимся топором, срубим деревьев, заодно появятся и листья, а еще лучше нам вообще сделать вот так, лечь поспать, и по утру, утро вечера мудренее, выдвинемся навстречу. Мы поспали или что? А что так быстро? Ну типа невозможно уснуть днем, я понял, уже рассвет. Все, погнали на этот остров, рубим лес и доделываем сетки. С ними, я так думаю, жизнь облегчится в плане сбора ресов. А может и нет. Это как вот вы сами говорили, это не точно. Все надо пробовать. Как оно и что, и в какой момент будет работать правильно. Так, забрал. Это кто у нас тут? Подожди, было еще одно дерево, да? Я их 4 вроде как насчитал. А здесь... Ага, добрались. Как варвары пришли, все вырубили. Доска, камень вон. А доска нам нужнее. Здесь цветы. Ну, тут, в принципе, все понятно. Ребята, еще просьба, смотрите, подскажите по картинке, по звуку. То я каждый раз переживаю, что либо того нет. Как оно все выглядит со стороны, вам-то видно, мне не видно. Вот и листья. Но у меня вроде еще ни одного, у меня 0 пропуска кадров, поэтому... Как бы, наверное, должно быть все нормально. Это что, я выронил? Камень не нужен. Не зря я его выронил. Доски берем. Доски — это правильный ресурс. Памс. И бегом назад. Остров вроде облутан, теперь надо будет понырять. Так, с этой стороны я вижу, что я ничего не вижу путного. А с той стороны сейчас посмотрим. Мы выкинем весь лут по ящикам. Оп. Ну вот все-таки жопу откусила она мне немножко. Как она так умеет, да? Так, доски это подкинуто, все вроде как окейно. Что здесь? Здесь мы вот изначально закидываем семечки. Сюда кокосы. Нет, доски отдай. Манги. Сюда мы кидаем слитки. Гвозди. И у нас появились листочки. Мы хотели веревки и еще доделать сеток, да? Вроде план такой был. Гвозди. Верните нам назад гвозди. Раз. Ну блин, хотя бы 2 сделалось бы. Уйди. Уйди, морда твоя. Памс-памс. Нам еще бы одну сеточку, конечно, примотать было бы неплохо. Но опять у нас не хватает этих листьев. Так, что по этим? Надо же все попоскидывать. И почему-то у меня ничего не жарится. Вот так. На прожарочку.
И кусочек акулы, пожалуйста, сделайте нам. Будьте так добры. Это мы забираем. И там осталось совсем немного железа переплавить. Доски, естественно. Сколько у нас тут слитков уже? Уже у нас слитков полный стак. Неплохо. И вот этого безобразия тоже полный. Плюс у нас есть кое-какие доски. Это хорошо. С удочкой у нас тут вопрос. Мы хотели удочку, но на нее не хватает веревок. Пу-пу-пу-пу. И надо бы еще и подкрепиться. Окорочки сегодня у нас на обед. Так, а вот этой гадине там нужно было сделать приманку, а делать ее не из чего. Попробовать так понырять. Ну давай. Уже вижу, водоросли есть. Или мы тут незаметно сейчас? Без палева. Слушайте, а здесь ресов много. Этот остров нельзя покидать просто так. Надо бы подзатариться здесь. Вот она, она уже. Она уже прям хочет меня. А, нетушки. А ну еще иди сюда. Оказывается, ее можно не бояться, а смело вступать с ней в сражение. Куда делать? Она сама очкует, короче. Вот она. На. Еще? Я могу еще прописать. Но за мной не заржавеет. Все, отвяло? Будем надеяться. Ага, не отвяло. Где ты, чудище? Я тебя вижу. Битва акулы с человеком. На. Блин, да давай мы тебя уже замотаем в край и приспокойненько долутаемся. Давай, сюда, ко мне. Оп. Блин, она успевает и мне. Как бы она меня не нагнула еще сейчас. Ага, может запросто. Что-то я очкую. Жизни осталось. Блин, вот это вот вообще потеря потерь. И столько всякого инструмента осталось. Ёшкин кот, а. Вот этого нельзя было никак допустить. И мир сохранен. Что делать? Придется перезапускаться. Хорошо, хоть еда и все такое есть. Но нет ничего, ни крюка. Все это сейчас заново нужно будет делать. Крюк хотя бы есть. Крюк это уже хорошо. Так, что еще есть? Чашечка есть стопудово. Где-то валялась. Вот такие дела, да, бывают. И к этому нужно быть готовым. Подожди, а где была чашечка? Чашечка есть. Тогда мы точно не помрем. Блин, жалко, столько всего было сделано. Но сейчас постараемся все это восстановить. Как-то так. И столько лута потеряно. Слитки пооставались. Нам нужно копье. И копье, я так понимаю, делать не из чего, да? Досок нет, ничего нет. Топор тоже. Поплыли. Жаль, как мне. Остров нормальный был. Можно было лутать и лутать. И теперь она мне еще и плот пытается растрепать. Ну, коза. Ждем этих яиц. Так, ну ничего страшного. Не унываем. Я думаю, все мы сможем восстановить. Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо.
дерзко я там себя с ней повел, получается, с акулой-то. Надо было валить на плот. Хотя бы топор мы бы сейчас срубили, были бы доски. Нужно как-то готовым быть в следующий раз к этому и все инструменты заведомо оставить в ящичке, я так думаю. Даже отбиваться сейчас нечем, и она начнет нам сейчас сетки жрать. Ну и дела. Ай. И куда-то мы вообще никуда не плывем. Куда? Куда? О, вот так вот помчали вроде. Мал-помалу. Угу, вижу. Две бочки впереди. Ай. Досадно. Досадно за то, что столько лута там было, блин. А что осталось-то? Ничего, ни листьев, ни досок. Но металл-то переплавили, ладно, черт с ним. Здесь кусок акулы мы лупим, сандолем. В первую очередь копье надо. Копье, удочку. Хорошо, хоть крюк еще был запасной. Но крюк-то тоже металлический надо. Ну как вот оно не забралось? Копье. Так, копье мы можем уже? Или еще нет? Здесь по доскам норм, веревки. Да. Только их две нужно. Еще нужны листики. Я снова тут. Майлз, очень рад, что ты снова тут. Тут меня постигло невероятное невезение. Я умер. Их просто подбиратели близко подплыли. Да, я, короче, умер. Меня задамажила акула. У меня пропали все приспособы. Весь лут, который у меня был, это все исчезло. Тут смерть такая, да, суровая. И теперь вот приходится все это делать заново. Надо нажать присесть и нажать чего-то там. А зачем нажать присесть? Так вот, жопу она мне пытается опять откусить в очередной раз. И сейчас я практически вот все это начинаю. Оп! Обзаведемся сейчас копьем. Обида, обида, ой, не говори. Но тут можно уровень выбрать. Это у меня выбран уровень, в котором вот так происходит. А вообще, в принципе, можно выбрать уровень, что без последствий. Но тогда неинтересно. Становится сразу же болт. Болт мы можем. Все, и мы теперь можем копье. Мне повезло, что я на плоту оставил крючок. Вот он у меня сейчас в руках. И хотя бы что-то для выживания. Зацените, черепаха. Ага. В общем, порамсил я с этой акулой и зазря. Очень жаль теперь, что так. И еще вот хорошо, что чашечка осталась. Я теперь хотя бы не умру. Где копье мое? Блин, ну как ты задрала, подруга. А? И откусила еще что-то, да? Я надеюсь, хотя бы не сетку. Вроде нет. Так, сейчас ночь. Думаю, утро вечера мудренее. Вот. Но как бы это...
Буду знать теперь наперед, нам нужен топор однозначно, срубить вот эти в них ресы. Для топора не хватает доски, а вот для этого камень и веревка. Веревки мы сделаем. И камни у нас есть. Так, не забыть опреснитель наполнить, иначе пить потом нечего буду. Тут черепахи с нами, и помимо акулы теперь еще. Так, вот это поменять местами. Как оно тут все было, уже не помню. Съесть надо. Уже и забыл, чего я хотел. В итоге топорик, да? Топорик. Камушки. Камушки есть. Делаем топорик. Теперь мы можем вот это все дело срубить. Демотивирует немножко, вот когда ты уже там все у тебя инструменты, все у тебя в порядке, и приходится как бы опять из говна и палок все делать. Но ничего. Зато теперь буду знать, буду ученым. Так, возьмем семян. Сажаем заново это все дело. Поливаем. Где тут стаканчик наш? А почему оно уже что, полито все, что ли? А когда оно успело? Или потому что дождь идет? Вот этого я момента не понял. Так, загружаем все системы жизнеобеспечения. Кокос нафиг. Семена тоже. Вот это не так работает. Сюда семена, а сюда кокос. Вроде как так было. Так, это не надо нам. Чего-нибудь грызанем по-быстрому. Так. По инструментам нам нужен еще вот этот молоток. На него нужна, получается, веревка. А для веревка нужны листья. А где-то я листья же видел. Где-то было много листьев. Вот они. Веревочка. Иначе без этих инструментов не сможем мы ничего дальше сделать. Так, есть, готово. То есть музыка прям раздражает. Если ты на плоту, то есть музыка прям раздражает. Вот эта музыка, которая играет, раздражает. Да брось. А музыка, между прочим, довольно-таки нейтральная. За это она мне и нравится. Могу радио включить? Смотри. Но тут как бы радио тоже такое себе. Пусть радио поиграет, если музыка так раздражает. Но мне, в принципе, норм по музыке. Ее какой-то такой сделали, ни вашим, ни нашим. То есть она не сильно уши вытекают от нее. Так, что еще хотел? Что еще надо? Пам-пам-пам. Плыть дальше, наверное, еще нам надо. Сюда доски, это понятно. Это все надо подраскидать. Лам, зачем у нас здесь? Это зачем у нас здесь? Лопата есть, будем иметь в виду. Радио не слышно. Ну вот, подрубил радио по твоей заявке, как бы... Кайфуй, если тебе нравится радио. Мне, в принципе, и то пойдет. Я по-хорошему вообще б свою какую-нибудь музню включил, но там YouTube будет ругаться, скорее всего, нам на эту музыку. Вот черепахи прям тоже как стайками получается. А можно вас? Слушайте, они дамажутся, между прочим, а что-то из них полезное можно будет сделать, а? Я первый раз, кстати, попробовал их что-то с ними изобразить, и выходит, что изображается, получается. Черепаший суп, что ли? Где она? Ну, с этим
Давай, вот так вот. Сейчас мы ей все равно накостыляем еще раз. Нет. Нам нужен крючок, листики, все на свете. Потому что все ресы я просрал на том острове. Вот такая вот бедулина приключилась. Ну, там может что-то в сетке будет попадать. Будем надеяться. Сетки как-то теперь неправильно. Вроде как... слушай, а какую музыку ты хочешь включить? Какую я хочу? Я бы послушал Мерлин Мэнсона. Но зрителю вряд ли это понравится. И зрителю, и Ютубу в том числе. И самому Мэнсону, я уверен, это не понравится. Да и не только. В принципе, в Яндекс.Музыку включаешь, и там все твои интересы, они как бы собираются. Можно просто включить радио на Яндексе, и там примерно того же репертуара вся музня как бы будет у тебя в одном флаконе. Плюс та, которую ты еще и не слышал, и много чего кайфового попадается. Там же этот искусственный интеллект на это все дело работает. Как-то ее зовут Алиса. Алиса. Не слышал такую. Я до поры до времени тоже о многом о чем не слышал. И о стримах, и о рафте не слышал. А потом вот услышал и все. Теперь вот валип. Так, отвлекаемся от бочек. Там бочки плывут. Надо бы их все пособирать. Бамс. Да блин. О, вот я примерно такую музыку слушаю, вот как сейчас радио шпилит. Мне нравится тяжелая музыка. Но не такую прям, что точно, то подумайте. Индастриал больше. Так, две бочки к нам плывут. Это офигенно. Да блин, везде по промаза. Оп, понял. Вот так, а можно две бочки за раз, а? Да, две стакает. Свеколочка. Видно какое-нибудь что-нибудь на горизонте? Или мы вообще плывем в никуда пока что? Тоже рок люблю. Да. Ну, там не совсем рок, там более что-то тяжелое. Это индастриал. Ну, на самом деле много разной музыки слушаю. Я же говорю, проще всего это вот с сервисами музыкальными, хоть Spotify, хоть Яндекс.Музыка, оба нормальные сервисы, они сами под твои интересы подбирают для тебя музню, и ты можешь очень много новых групп для себя открыть и просто удивиться, почему ты раньше до этого их не слушал. Вот как-то так. Nesquik One тоже. У нас сбор рокеров сегодня оказывается. Ну как можно рок не любить, так ведь? Я вот в этом году собирался на концерты, и концерты из-за всех этих ковидов поотменили. Парк Лайф. Там 3 дня непрерывной музни намечался. Вот. И не получится, видимо. Так, у нас отъехал крюк. Что мы по этому поводу будем думать? А что тут думать? Нам нужен хлам и болт. Есть ли у нас такие компоненты? Хлам есть. Болт мы можем забабахать. Слиток всего лишь. А куда все слитки делись? У меня столько слитков. Вон они стакнулись, оказывается. Нормально. Теперь у нас еще и болты есть. И мы хотели сделать себе зашибенский вот такой вот железнейший крючочек. Вот. Только отвлекся. Только отвлекся. Ах ты морда. Но зато мы ее, получила. Туда же.
Мы тут рокеры такие опасные. Так, дособираем все, что вокруг. Вроде как потихоньку восстанавливаем свое вот это вот. То, что предсмертное было. Я не знаю, кто-то видел или нет. Я тут умер. Может, кто-то пресек. А умирать здесь больно и печально. Лишают всех ресов, всех приспособ. И ты, по сути, начинаешь заново. Поэтому нужно теперь на будущее запастись всеми инструментами, оставить на плоту, чтобы ты, когда умирал, у тебя хоп, ты на плот, а у тебя уже там все есть. Так что вот так, товарищи рокеры, я вам скажу. У нас очередная башка акулы. Так. 2 подарка. Будем открывать подарки? Пишите, если хотите открыть, откроем. Нам нужно сделать бутылочку. Мне не хватает для полного счастья. Вот. Со стаканчиком тут замотаешься это все делать. До смерти бутылочка была. Нужно посмотреть, из чего она делается. Сок лианы. Между прочим, почему мы до сих пор без бутылочки? У нас есть. Что-то какую-то мы радиоволну выхватили. Странно. Нужно еще лиан. Может, 2 их сразу. Одну положим в запас, пусть будет. Я думаю, так. А с одной будем таскаться везде и всюду. Надо наполнить. Какой ник у тебя в Steam? В друзья добавить просто. Майлз, у меня в Steam ник точно такой же, как и везде. Игровики. Игровики. В чат написать. Сейчас напишу. Но, в принципе, что его писать, если как бы... О, беру и на каком попало этом языке пишу. Если у меня он везде, в принципе, одинаковый. Вот, вот мой ник. В Стиме, я тебе больше скажу, на главной странице моего канала есть прямо-таки ссылка в Steam. Прям на главной. Там Discord есть, Steam, куда угодно можно зайти. И везде можно добавиться. И ничего интересного не пропускать по этому поводу. Потому что, ну, в принципе, играю-то я не только в Raft. Там много разных других еще игр присутствует. Вот. Зачем я съел сырую акулу? Кто мне скажет? А она же не очень-то вкусная. Поэтому вся информация там есть. Чего мы будем сегодня покушать? Давай всю свеклу, наверное, доедим. Что она у нас тут мается? Место только занимает. Бутылочка есть, и ее бы неплохо нам поднаполнить, поднабрать. Так, и вот все-таки чашечка. Чашечкой тем временем как-то наполнять. Либо их 2 нужно. Вот не совсем я пойму эту систему с бутылочкой. Как ей тут по-правильному все это дело делать. Так, готово. Вылем. Угу. На чем мы остановились? Поспим. Утро, вечера, мудрень или мудренее. Кто как любит, кому как нравится. Так, и акула у нас тут, между прочим, вся поджарилась. И можем мы ее даже еще тащить. А лишнее подскинем. Так, по этим, что к чему? Лиана пока не нужна. Или сделаем ласты. А давайте. Что? А, тут водоросли нужны, которых у меня нет. А на кислородник пустая бутылка. Ха-ха. Пока, значит, не нужны нам ласты. Поэтому снимаю... А, переплавлять. Переплавлять нужно обязательно что-то постоянно плавить. Если у меня осталось что?
Я потерял там ресов много. Давайте плавить медь. Вот мое предложение. Из меди там, кстати, можно аккумулятор сделать. Тимзим, привет, Тимзим. Привет, дружище, приятного тебе просмотра. Играем сегодня в рафт. Вот. Пытаемся выжить, не умереть, прикалываемся, веселимся, развлекаемся, убиваем акул, чаек и все в таком духе. Как-то так. Тимзим зашел, и я забыл, что я хотел сделать. Спасибо тебе, Тимзим. Так, ладно. Все нормально. Продолжаем. Вот это вот что у нас здесь? Что оно тут делает? Я так думаю, что нужно каким-то образом расширяться потихоньку, но это делать нужно. Так. Как-то попробовать это еще и симметрично делать. Отлично, молодцы. Да, Тимзим, мы такие. Мы молодцы еще те. Вот. Теперь. Почему вот это все пустое? Не ловится, что ли, ничего? Либо же сделать как? Либо я предлагаю опустить, точнее поднять якорь и сделать движение вот так. А, так там ресов нет, ни хрена. Вот так вот немножко под углом. Я вижу на горизонте бочки. Поэтому плывем туда. А еще и сетки там пусть все это дело собирают заодно. Как-то тесновато становится на этом плотике. Что-то достраивается потихоньку. И уже и место-то. Оп. Забрались. Сейчас мы будем все пачками, охапками собирать. Вот так вот. Бамс. Пластик. Ты могуч. Но ты почему-то мимо нас. Иди. Не отпущу. Или отпущу. А, блин. Да плыви. Не очень-то и хотел. Эту забрал. Остров. О, да. Это именно то, что нам надо. Плывем, значится, на остров. И, по-моему, я на этом еще и не был. Судя по тому, что деревья еще целые. А может, они заново там спавнятся, я не знаю. Медь. Сейчас доплывем на острова, и нам нужно пытаться сделать вот этот пеленгатор радиосигналов, чтобы уже уверенно плыть именно туда, куда нас позовет сюжет. Но там еще посмотрим, на него там меди много надо. Да и не только меди, там всего на него много надо, по-моему. Насколько я помню. Но самое нормальное, сейчас мы до острова доберемся. Там кинем якорь. Осмотримся, передохнем. Срубим вон то дерево. Тут есть какой-то остров, на который приземлился самолет. И там можно на нем забрать шлем этого. Шлем пилота. Вот капитана кепка у меня есть. За нее мне там дали ачивку какую-то в Steam. Блин, мне надоело, ребят, это радио. Не, я не хочу его слушать. Вот радио реально вымораживает. А вот это, которая встроенная в игру музыка, она нормальная, в принципе. Так, вон ряд целый бочек. Сейчас мы их попробуем все собрать. Пока еще не вываливается у нас лишнее. И тут же прилетела чайка. Что-то клюет, наверное, у нас, да? А, еще у меня был лук до смерти. Его обязательно надо восстановить. Лук очень нужен. Бамс. Па-бамс. Ну, это все, наверное, соберут эти сетки. Ай-яй-яй-яй-яй. Не хочу, чтобы акула мне в очередной раз жопу откусила. О, вот это поприятнее музняк, блин, ну 100%, чем это радио какое-то непонятное содержание. Бамс. Успевай только все собирать.
Да? Так, осталось вот эти две бочки и паркуемся. В принципе, уже можно парковаться. А вон еще одна там вдалеке. Приманку для акулы, чтобы она нас в этот раз не потрепала, как в прошлый. А для приманки я этой селедки не наловил. Надо было ловить селедку, походу. Давай, дотянись. Отлично. Отлично. Забрали. Блин, а там бочки-то не кончаются. А нам бы уже и парковаться надо. Мой товарищ плот. Вы плывете не туда. Давайте как-то мы это все дело вот так вот скорректируем наш курс. На остров нам обязательно. А бочки потом дособираем. Так, куда, чего, кого. Занимаемся попутно переплавкой меди. Я так понимаю, она нам там пригодится. Еще в следующих сериях, наверное. Может быть, но это не точно. Так, у нас что по воде? По воде мы пьем. И мы пьем, пока мы пьем, мы живы. Вот, как-то так. Но блин, вот это вот не предполагалось так. Как-то оно у меня все тут криво заработало, не знаю почему. Давайте, наверное, тормознемся. Так, есть. Отсюда добавляем соленую. Попробуем Блин, опять я соленое влупил, да? Что-то я тут вообще запарился по воде. Все, эту выливаем соленую. Вот. Подарок. Подарки мы складываем в определенные места. Кстати, по подаркам не сказали, мы будем открывать подарки или не будем. Ну, их 3 только. Я предлагаю дособирать до 10. Это то, что я предлагаю. А там, смотрите, можем и открыть, если кому-то надо, кому-то интересно. Так, вот это что здесь делает? Непонятно. Совсем сейчас надо разобраться, раскидаться. Чего-то я не вижу того, чего нам надо. Это мы, естественно, съедим. Стаки полные мы сюда подскинем. Так, стрелы есть, а лука нет. Вот в чем у нас непорядок, мне кажется. Это как-то так все. Но пока нам самый большой непорядок заключается в том, что у нас нет удочки, и мы сейчас сделаем ее. Вот так вот. Ага, болт и веревка. Веревка, веревка и болт. Срочно. Но здесь все пока пусть плавится, пока мы занимаемся... Не так. Пока мы занимаемся веревкой и болтом, попутно у нас плавится медь. Болт я вижу. Веревки 4 явно не хватает, да? Тогда мы подсоздадим веревок. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Веревки много не бывает. Где она трепет уже опять? Только подремонтировал, но у тебя совесть есть, Засратая жопа. Так. Ага, а теперь у нас нет досок. На доске где-то я видел. Только-только подремонтировал. Ну что ты с ней будешь делать? Вот так. Ну как-то так. Все, все. И еще там были доски. Тадамс. Удочка. На повестке у нас дня было создание удочки. И тут меня отвлекла эта акуляндра. Домоталась. Удочку сейчас будем делать. Почему? Почему оно... А, вот так, наверное, да? Так, это сюда, это сюда. Удочку сделали. Медь, естественно, забрали. Мы все переплавили, медь. Медь, да, железо, да. Что у нас еще есть? У нас еще есть 20 меди.
Да закидываем, потому что ее потом там много нужно будет, поэтому только не надо так это делать. Вот так, наверное, да? Мгм. Замечательно. Делаем приманку для вот той падлы. Погнали. И у нас еще предстоит остров. Сейчас сначала поймаем рыбехи. Тилапия. Тилапия это не та рыба. Тилапия для приманки не годится. На горизонте еще вон бочки не распечатаны. Но до них мы дойдем. Вот сельдь годится для как раз таки приманки. Один из компонентов. Так, тогда нам нужна еще синенькая какая-то рыбка. И можем смело обшаривать дно. Либо сейчас поступим немножко по-другому. Так, да, приманку мы уже теперь можем. Приманка. Такс. Либо мы поступим по-другому. Мы сейчас вдоволь напьемся, наедимся и пойдем лутать остров. Да? Все, хорош. Так, поесть. А где тут что-нибудь офигенское съестное? Допустим, кусочек акулки нам очень даже заходит. Кстати, надо бы и рыбки пожарить. Вот, только не селедку. Это не селедка, да? А то потом есть нам нечего, блин, будет. Падамс. Болт мы скинем. Зачем он нам здесь в этом во всем? Вот это мы тоже скинем. Скинем. Я не могу добавить тебя в друзья. Ба-ба-ба-бам. Почему это ты не можешь меня добавить в друзья? Значит, я тебя потом добавлю. Вообще там беспроблемно как бы это все делается. Арбуза много, пора их, наверное, съесть. Или их потом посадить можно. Тадамс. Тадамс. Все, делаем сохранямбу. И, блин, темнеет, темнеет, темнеет. Я хотел по светлому походить. О, да тут что-то и насобиралось-то. Мал-помалу. Вот так бы все это дело сетками обустроить. И вообще красота была бы, да? Нафиг я этого с собой таскаю. Все, ложимся, дремем и подвигаем с топором в руках. Посмотрим, какие дела у нас на острове творятся, да? Все вроде взяли, что нужно. Лопата, та-да-та, папа-та-папа. Погнали. Ой-ой-ой-ой. Прям вот она, животное. Как-то она мимо проплыла. Типа, не при делах она вообще. Но мы-то знаем. Пишет, надо пополнить счет, я не хочу, мне 10 лет, лоло. Ничего там не надо пополнять, все это выдумки. Никаких счетов. Друзья добавляются без всяких счетов. Ничего не вздумай никому пополнять. Абсолютно тебе точно говорю. Хочешь добавиться, просто добавляйся. Если у тебя такой же ник Майлз и в Стиме, то я тебя сам добавлю. После стрима. После стрима. Окей? Договорились? Никаких никому пополнений ни в коем случае не надо. Или тебя там Steam разводит, я не знаю, или кто там тебя разводит. Все это там бесплатно делается. Так, между прочим, мы уже по пальмам. Понял. Хорошо, хорошо. Только напиши ник тогда свой стимовский. Я тебя найду в стиме и сам добавлю. Раз такие дела. О, какой-то рецепт, какая-то посылка. Добавишь потом у меня ник Майлз 10. Окей, заметано, чувак. Все сделаем. Добавлю. Ну, вот здесь-то понятно. В принципе, собрали все. Но я хотел бы облутать дно.
У нас на переплавку совершенно не осталось железа. И это грустно. И да, арбуз можно посадить. Вот. Блин, Майлз, отлично. Спасибо, что ты мне напомнил. Я знал о том, что арбуз можно посадить. И я все время об этом проговаривал уже не один раз, что нужно сделать вот эту грядку. Она там средняя, по-моему, какая-то. И постоянно об этом забывал. Наверное, вот пришло время все-таки сделать эту грядку и посадить арбуз. А вот хрен тебе, а не моя жопа. Не дам откусить в этот раз акуле. Где? Где эта тварина? Да что ж ты меня, оставь ты меня в покое, в конце концов, да сколько ж можно это делать? Так. Посадкой арбуза мы сейчас будем заниматься, как я понял, да? Где эту грядку? Во-первых. Грядка у нас находится. Это для деревьев. Так ведь? Да? Да. Вот это позволяет выращивать. Нам нужно 4 хлама. 4 хлама это мы несложно можем себе организовать. И делаем эту грядку, да? Круто, Майлз, ты прям вот вовремя мне за нее напомнил. Хотел арбузами обзавестись и все. Никак. И мы ее где-нибудь вот здесь и запилим, наверное. Или нет? Или не здесь? Или мы что? Или как? Я даже не знаю, как тут все правильно это строить. Пусть здесь. Да, мне нравится. Кому не нравится, пусть не смотрит. Так, арбуз не сажается. Там были где-то семечки. Семечки от арбуза. Это стакаем. А вот же они, да? А были еще. И мы будем выращивать теперь еще и арбузики. Блин, взял и провалил. И она вот тут как тут мне. Она с прошлого раза, походу, ждала, чтобы задницу мне откусить. Полили. На краю не ставь, акула сломать может. Я понял, но я сейчас тут я кое-что придумал. Нам для этого кое-чего нужен пластик. Сейчас сделаем. А с пластиком у нас что? У нас проблема с пластиком, я так вижу. Это все. Пластика-то нету. Ба-ба-ба-бам. На 2 хоть хватит? Блин, даже на 2 не хватает. Ну, будем смотреть и бдеть. Не бздеть, а бдеть будем по поводу того, чтобы она нам там ничего не откусывала. Так, надо разгрузиться с ресами. Мы семечки все делаем вот сюда. И вот эти тоже, да? Да. Нам бы надо срубить бы вот это, но, к сожалению, пластика вот эта вот история не дает. Но срубить их надо, и сразу посадим новые. Пальмовое семечко одно. Два как раз. Как раз у нас все отлично. Мы сажаем. Мы это все дело, естественно, поливаем, а то нифигашеньки не вырастут. Так. Что-то у нас опять по еде тут хочется нам все. Все нам хочется кого-то съесть. Давайте мы эту проблему сейчас решим зубаткой. Зубатка очень питательная рыбеха. Ну и все, в принципе. Так, и что мы, как мы дальше поступим? А дальше вот эти вот подарочки. Вы мне, блин, так ни разу и не ответили по подаркам. Мы будем подарки открывать или будем открывать, когда их будет 10? Ребята. И да, кстати, ты сначала проходишь игры, потом уже скачиваешь или покупаешь новые и проходишь их, да? Блин, нет, по-разному всегда бывает. Покупаю я игры всегда. Ну, то есть я
Не из торрентов играю в игры. Если мне нравится игра, я ее покупаю. Но, естественно, сначала я где-то вижу эту игру, я вижу на нее либо обзор, либо стрим по ней, и понимаю, что да, я ее хочу, я ее потом нахожу, и они-то не так уж и дорого это стоят, там 100-200 рублей бывает. Ну, бывает подороже, конечно же, но... Вот. Но лучше играть, иметь обновления все и вот это вот все, чем там неизвестно с каких торрентов скачивать. Но это мое мнение, вы как хотите. Никого ни в чем не убеждаю. Просто я говорю, что я так думаю. Чем вот эти непонятные какие-то левые кривые постоянно сборки скачаешь, потом страдаешь мне. Я понял, чего тут не хватает. Тут нужно пугало нам, да? Гвоздь и пластик. У нас, ребят, вся теперь история упирается в пластик. У нас почему-то кончился он весь. И это не может нас, не может радовать нас. Где еще? Кто что? Кто это квакает тут постоянно? Где эта сволочь? Умри. Но она сама виновата. Как бы вы ж видели. Понял, так я тебе предлагал идею про GTA 5 онлайн проходить будешь со мной, решил или нет. GTA 5 онлайн у меня она не онлайн пройдена. Вся вот эту GTA 5 я проходил еще до того, как стримы начал мутить. И GTA онлайн у меня как бы это есть, она стимовская версия, все там с ней в порядке. GTA я прошел все части, начиная со второй. Вторую, третью, Vice City, San Andreas, еще там GTA, это вообще прям история, это игра игр, я ее проходил. Допустим, Vice City вспомнить, у меня только комп появился, когда и вышла игра GTA Vice City, это было что-то невероятное, ребята. Таких эмоций уже сложно испытать. Но недавно я испытал. Это вот была игра Osiris New Dawn, которая прям просто очень зашла, но она сырая и недоделана. Находится в раннем доступе. И вот что-то похожее, когда я просто ночь напролет просидел и продолбил в Osiris. Это было невероятно. Я такой, хопа, уже рассвет. И мне дочь уже в садик надо вести. Вот такие вот дела. Таких игр не очень много на самом деле появляется. Очень жаль. Ну, вот Рафт тоже классный. Мне Рафт прям нравится. Не знаю, чем, как и почему. Но Рафт кайфовый. Так, семечки. Вот это вот все пока разложишь. Пока туда-сюда, блин. Что думаешь про Overwatch? Ничего не думаю про Overwatch, потому как в Overwatch я не играл. Надо будет, кстати, посмотреть, что за лабудение. Может быть, она и хороша в своем роде. Блин, честно сказать, особо-то вот это во все некогда играть. У меня на данный момент, наверное, игр 10 установлено. И просто, ну, блин, ну когда в них играть? Тут же дело такое, что я же еще и работаю, как-никак. Поэтому вместо работы нет. Мне... вот эти стримы, вот эти игры абсолютно никакого дохода не приносят, я ничего не рекламирую, я просто играю сам, подрубаю. А почему вообще делаю стримы? Ввиду того, что когда-то сам смотрел и, собственно, узнавал про какие-то игры, я хочу точно так же, чтобы люди узнавали, понимали, нравится им эта игра, не нравится, чтобы была возможность посмотреть все, как тут устроено до момента покупки. Да, в конце концов, чтобы просто пообщаться с кем-то. И я один хрен буду сидеть и играть. И то, что я подрубаю стрим, ну, как бы кто-то, когда еще и со мной, вдвойне веселее и прикольнее. Обалденная игра, я хочу купить ее на день рождения свой. Я посмотрю, прочекаю про Overwatch. Кстати, давай даже прямо сейчас посмотрю. Есть у меня подозрение, что она у меня где-то валяется в каких-нибудь избранных. Вот в чем все дело. Сейчас, секундочку. Это называется вся история библиотека, да? Нет, библиотека. Список желаем. Ага.
В Overwatch нет у меня Overwatch в списке. У меня здесь есть Outer Worlds. Да чё только нету, да сами потом посмотрите, что мне интересно, во что я играю. Профиль в Steam, в общем-то, открыт. Можете добавиться и все это прекрасно сами посмотреть. Нет, она не в Steam, на офсайте Overwatch. А, у нее там лаунчер, походу, другой, да, загрузчик. Поэтому в Steam я ее и не найду, вероятнее всего. Но я как бы не помню, чтобы она у меня чем-то там на слуху была или как. Я не знаю из разряда чего эта игра. Я, конечно, посмотрю, все это дело прочекаю, Overwatch. И, возможно, просто тут вопрос в том, что я же говорю, игр у меня и так много, просто я не смогу, тут жизни не хватит, чтобы во все это переиграть, и это нужно понимать, как бы. А может и не нужно, кто его там знает. Она сейчас 599. Ой, я тебя умоляю, 599 рублей, это, во-первых, не так уж и много, во-вторых, там наверняка на нее будет какой-нибудь офигенский скидос. В-третьих, если ты говоришь, что у тебя там сейчас вот-вот день рождения, блин, на днюху тебе по-любому ее кто-нибудь подарит. Ну так ведь так. Ну, я уверен, это не составит проблемы ей обзавестись. Другой вопрос, она уже релизнулась или это там какая-нибудь версия раннего доступа или что-то в этом духе. Я-то, конечно, посмотрю, но сейчас не знаю, не ведаю пока, о чем речь. Overwatch. Блин, ну, наверное, классная игра. Или я слышал что-то где-то про нее. Просто сложно прям так сразу сходу сейчас сориентироваться. Допустим, если бы ты сказал Осирис, блин, я бы тебе тут много чего рассказал, потому что Осирис, да, мне нравится, она меня интересует очень сильно. Либо вот то же самое с Рафтом. Рафт классно. А так... Так, Готовченко здесь. Теперь предлагаю все-таки как-нибудь по еде довести себя до практически идеального состояния. Сохранить мир. И пришло время... Блин, пришло или не пришло? Вот в чем вопрос. И да, там еще можно какой-нибудь Battle Pass купить, который стоит 1300. И да, игра релизнулась уже год назад. Ну и отлично. И отлично. Значит, вот в эту сторону и двигайся, раз тебе игра нравится. И, блин, почему нет? Я же говорю, там какой-нибудь скидон обязательно будет. Ее там в итоге можно за 200 рублей практически. Inlight. Привет, Inlight. Вчерашний мой зритель. Также присутствует. Сетки так и не сделал. Нет, Inlight, неправда. Смотри. Вот, глянь, целый ряд сеток. Вот, видишь? И впереди еще приготовил. Так что не надо мне тут это... рассказывать. Сетки я запилил, просто на них много всего нужно, и я не успеваю тут категорически, катастрофически все это перерабатывать, переваривать. Тут еще вот приходится сегодня около 5 человек в итоге смотрит, ну плюс-минус, да, и приходится еще и общаться, отвлекаться. И это вдвойне тяжело, я это просто сейчас понимаю. Одно дело, когда у тебя кто-то один на стриме, вот как мы там вчера с тобой, ты там мне что-то рассказывал, я там да-да, нет-нет, и в общем-то все. А так, тут уже и про Overwatch, и про игры, и Vice City вспомнился, и одновременно это все, конечно, делать сложно. Вот. Как выяснилось. Совсем недавно. Ну, в общем-то, в принципе, у меня тут была задача какая? Не надо мне тут это, да, вот не надо, правильно. Но этот Майлз тут и Inlight, он нормально, он тоже шарит в этом, во всем рафте. И у него, в принципе, он херни какой-нибудь не посоветует. Поэтому... Вот. Поэтому он просто переживал за сетки, он мне говорил. И, кстати, насколько я помню, это он меня надоумил вот эти вот деревья сажать, чтобы у меня в конце концов тут всегда была доска. Вот. Так, кидаем акуле приманку, освобождаемся от вот этого всего нам ненужного.
Сюда что? Гвозди, болты. О, у нас рецепт какой-то новый появился. 2. Это типа значит, что они одинаковые. Я ж правильно понимаю, если они 2 рецепта стакаются, то это как бы говорит только в одном. О том, что они одинаковые. Так, слитки. Слитки мы тоже избавляемся от слитков. Закидываем сюда руду. Медную. В данном случае сейчас медную. Тоже ее попробуем скинуть. И у нас есть что? У нас есть наживочка. Мы ее сейчас, чтобы акулу не обижать, пусть она тоже развлекается, пока мы развлекаемся. Вот, слушай, а потом покажешь свой рабочий стол. Рабочий стол тебе показать. Блин, смотри. Вот первый, если видно. Вот второй. Ничего такого особенного. Вот, я надеюсь, я вернул трансляцию. У меня предпросмотр не включен, поэтому... ну давай посмотрим, что сейчас отображается. Ну, вроде как все нормально. Нет там никакой конфиденциальной информации у меня на рабочем столе, поэтому... Почему бы и не показать. Но ярлыков там вот это все игры, которые... Стой, давай по это... Чтобы я видел, что я показываю. Вот. Если речь... Майлз, да? Стопы. Так я так и не показал, да? Захват экрана 1. Это второй. Со вторым-то все понятно. Ну. А как бы это сейчас тебе придумать, все сделать? На нем-то сейчас игра. Игру можно, наверное, свернуть, да? Или нельзя? Наверное, можно. Ох, вот сейчас ты меня забайтишь с этим рабочим столом, потом ладу не дам, что и как тут сделать. Потом, короче, тебе персонально покажу потом, вот, чтобы... А пока мы продолжим. Как-то это быстро можно было делать какими-то кнопками, чтобы свернуть игру в трей. Вот подсказывай, если знаешь. А я пока тут полажу по острову. Или подожди, остров мы уже сделали, да? Ну, типа сам остров. Нам хотелось здесь найти чего-нибудь подходящее. Железное, допустим, да? Хотелось нам. Вот это вот не помешает история. Хлам, песочек, все такое. Там-та-дам, та-да-да-да-да-да. О, кислород, я не хочу умирать опять. Не надо. А вот и железячки. Надо было, кстати, мне кажется, скрафтить этот. Там есть возможность. Бутылку эту карту присобачиваешь, чтобы надольше хватало кислорода. Штуку эту. Типа акваланг, что ли, она там называется. А потом уже погружаться. Ну ладно, мы тут это... импровизируем. Поэтому... ничего такого. Зато вот... сейчас налутаемся вдоволь. По большей части, конечно, бы металл нам нужен. Ну и это все, вот это вот тоже годится. Тут бывают железяки приклеены по бокам. А вон медь. Медь мы заберем.
Что еще полезного? Так, это мы тоже забираем. И чё, и все, что ли? Такой бедолажный какой-то островочек, ущербный такой. А, я так не играю, блин. Я надеялся, что здесь чего-то к чему-то появится поинтересней. А вот и плот уже. И, кстати, я его вообще облутал-то. Ну, вроде ж как был на нем, да? Первым делом, или нет? Ну, деревья-то посрублены, посрублены. Хотя вот там вот что-то аж наверху есть. Торчат эти какие-то колышки. А, так был, да, я здесь. Вот этот тут ящик какой-то был, я еще собирал. Ну, в общем-то, да, наверное, все. Можем отправляться дальше. Ничего такого больше меня интересующего на этом острове нет. Поплывем сейчас, вот те бочки зацепим. Давай сюда. Перед ней, блин, как ее то ли мансить нужно. Бывает получается, что она не дамажит. А бывает и ни хренашеньки и не получается. Так, первым делом. Бабамс. Паруса. В какую ты сторону? Нет, нам нужно вот ровно вот так вот. Противоположно. Я бы сказал. Где? Опять ты, да как, чё ж ты не унимаешься, а? Бессмертная, что ли? Не понимаю. Так, доски. Доски где-то были. Памс. Где-то я пытался... А, тут пластик нужен. А с пластиком у нас такая беда бедовая, что ни в одном болоте неотразимая. Делаем упор на пластик. Ну, у меня что-то такое ощущение, что это с пластиком. Ну, я его куда-то, наверное, просто запендюрил и забыл за него. Ну. Ага. Мечты. Что оно так сработало бы. Так. Погнали дальше. Блин, я вот не отключил предпросмотр. И когда предпросмотр включен, возможно, что подтормаживает картиночка. Не знаю, как это связано и почему, но в какой-то момент нашел решение, что да, отключаешь предпросмотр в OBS-ке. И для зрителя, потому что картиночка намного лучше начинает выглядеть. Пластик. А у нас цель пластик. Пластик, фантастик, бомбастик. Тыц. Ну и все остальное тоже. Как бы. Неплохо бы собирать. О, вот мне нравится, когда так. Так, а сюда сетки стоят. Ну, что-то в них как-то скромно собирается. Но собирается. А вот и пластик. А пластик на достройку как раз-таки плота нам нужен был, да? А, успел? Ага, не успел. Пампс. Куда делась? Куда делась доска? Ё-моё. О. Так, это дело такое. Пить надо не забывать. Плюс, насколько я вижу, нам нужно еще и добавить сюда. Угу. Ну, вроде как так. Так, у нас опять посылки, и вы мне никто до сих пор не сказал, открывать посылки или нет. Их уже 6 штук. Тем временем. Чё по еде? Где весь пластик мой девается? Не пойму. Сюда доски. Сюда, наверное, нужно бы
поджаривать постоянно что-то, а то потом нам нечего будет есть. Так, скидываем. Это не сюда. Это вот сюда. Такой ресурс. Это стакаем. А что еще с чем? Слитки. Уже стак, уже в принципе по стаку есть. Так, а давайте-ка мы взглянем на то, чтобы сделать все-таки вот этот приемник. Что там вообще для него надо? О! Микросхемы 2 штуки. Сок лианы. У нас беда по пластику, да? Чтобы сейчас что-то начать делать, нам нужен пластик. Угу. Как мы так это встряли с пластиком-то. Неаккуратно. Ну, надо, наверное, да, снимать якорь и плыть и собирать пластик. Потом сделаем вот эту вот чучу-мачучу, которая нам координаты начнет показывать, я надеюсь. И уже история начнется сюжетная. Меня все-таки не оставляет покоя мысль найти этот остров, куда приземлился самолет. Хочу достижение, ачивку в стиме, и хочу обзавестись все-таки этим самолетным пилотским шлемом. Где-то шатает, да? Я слышу, вот успею ли. Вот становится здоровым. Ну, собака отмотала. Вапс. Опс, сейчас еще и потемнеет. Вообще красота начнется. Еще и дождь. И музыка перестала играть. О, платформа какая-то. Давайте-ка, наверное, возьмем курс на нее. О. Пам. Вот там 100% есть минимум один ящик. И в нем 100% есть что-нибудь пластиковое. Наверное. Вот пластик у нас плывет. Только он как-то так резко сменил курс. Кидаю в одну сторону, он уже чикает в другую. Ёшкин кот, а. Не проплывайте мимо. Не проплывайте мимо этой платформы. Давайте же мы все же ее попробуем залутать. Сейчас, наверное, чуть-чуть мимо проплывем и киданем якорючек. Памс. Ящик есть. Ящик есть, и это 100%. Блин, она прям меня ждала, да? Забрали. И опять, наверное, будет ждать, да? Так. И хоп, и она берет и тонет. Но есть совесть, а? Интересно. У нас отъезжает крюк. Все это дело нужно заранее изготовить. Так, крюк есть, у нас отъезжает топор, и неплохо бы обзавестись уже нормальным топором. А что тут болт? Болт это не проблема. Есть у нас болт. Топорик готов. И в принципе можно подготовить, и чтобы было копье железных слитков нам. Есть у нас железные слитки. Ага.
затарились. Это что? Песок. Это сюда, что мы его с собой таскаем, если это песок? Так, песок, ну не вижу я нигде никакого пластика. Вот у нас их 3 всего, и все как бы. Это сюда. Железо почему не плавится до сих пор? Непонятно. Доски есть, да, а этот костерок-то горит под ним. Все вроде как нормально. Так, что в итоге? В итоге нам нужен все тот же пластик. Сейчас крутанем мы вот это все дело вот сюда. Либо же еще чуть-чуть вот так вот. Поплыли пока дальше. Так, и у нас тут проблема еще. Сейчас с водой будет. Или не будет? Надеемся, что не будет. А вот поесть бы надо. Она за раз. Все отлично. Не, радио мы уже наслушались. Я не хочу больше это слушать. Радио жесткая тут тема. Так. Сохраняем этот мир. И охотимся на пластик. И делаем вот этот радиомаяк. Да блин, да чтоб тебя. Иди уже сюда. Остров. Я вижу впереди остров. Ночной такой. Блин, а бочка-то куда? Бочка бы нам пригодилась. Рискую. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё такое мы еле плывем-то так? Где я увидел остров? Вон он. Памс. Опять она. Когда ты кончишься уже? Ну, видимо, не сейчас. Так. И бочка. Оп. Ага, опять какие-то посылки. Вот где пластиковая. А мы вообще будем на этот остров экскурсию организовывать, а? Что это вообще за остров? Я надеюсь, это не остров невезения, который уже у нас был там, где я помер. Оп. Вот тут вот пластики. Не проплывайте мимо пластики. Еще. Еще. Отдайте еще пластик. Бамс. Да ё-моё. Как-то ты быстро движешься, а? Так почему проплываем мимо? А то сейчас весло придется взять. Сейчас подгребем к нему. И это. Там-то якорь мы и бросим. А почему-то он не хочет прям к нему. Прям сопротивляется. Потому что, вероятнее всего, течение не совпадает. Но это я только догадываюсь. Вот так, а как там на самом деле? А вот и рассвет. Так. Кидаем якорь. Чего-нибудь закинуть надо в топочку. На переплавочку. А есть вообще что-то сюда кидать? Где-то ж было железо. Или уже это было не здесь? О. Да-да-да-да. И опять эта посылка. Так, я думаю, я на этом моменте сохраняюсь. Вот. На сегодня, я думаю, уже вполне будет достаточно
Поэтому всем пока-пока. Следующий эпизод будет, по-моему, 5-й, и там мы уже попробуем пойти по сюжетке, сделать этот приемник, антенны и все такое прочее, вбить координаты и плыть уже в определенном направлении. Как-то так, совершайте великие поступки и не бойтесь экспериментов.